Закавказье снова стало ареной геополитических игр. Азербайджан и Грузия, которые еще недавно говорили о партнерстве, оказались втянуты в опасную спираль военной эскалации. Но почему это происходит именно сейчас? Кто заинтересован в разжигании конфликта между этими странами, и почему политические элиты предпочитают нагнетать обстановку, а не искать пути к примирению? Давайте разберемся, какие силы стоят за этим кризисом, и кому он приносит наибольшую выгоду. Война как инструмент передела энергоресурсов. Официальная версия конфликта — территориальные споры. Но в реальности речь идет не просто о земле, а о контроле над ключевыми энергетическими маршрутами. Грузия — важнейший транзитный узел для азербайджанской нефти и газа, поставляемых в Европу. Любая дестабилизация в регионе ведет к пересмотру торговых маршрутов и переделу энергетического рынка. Крупные международные игроки не могут не воспользоваться ситуацией. Как только конфликт стал набирать обороты, мировые цены на нефть и газ начали резко колебаться, что дало мощный инструмент давления на европейский рынок. Теперь главный вопрос, кому выгодно перераспределение этих потоков. Кто же управляет этим кризисом? Москва всегда стремилась контролировать энергорынки региона. Если Грузия и Азербайджан окажутся втянуты в затяжной конфликт, это ослабит их позиции и увеличит зависимость Европы от российских поставок газа. Более того, любые вооруженные столкновения создают дополнительные риски для транспортировки нефти и газа, что подталкивает западных партнеров к более осторожной политике в регионе. Турция. Анкара продолжает продвигать свою стратегию усиленного влияния на Кавказе. Азербайджан для нее важный союзник, а ослабление Грузии может позволить Турции закрепить свои позиции в регионе. Кроме того, в условиях конфликта турецкие военные компании получают новые контракты на поставки оружия, а это многомиллионные прибыли. Запад. США и ЕС традиционно используют региональные кризисы для усиления своего присутствия. Если Азербайджан и Грузия окажутся в состоянии войны, это даст Западу возможность увеличить военное влияние в регионе под предлогом миротворческих миссий. Но не только внешние силы заинтересованы в этом конфликте. Внутренние причины войны — политика и власть. Конфликт — это не только международные интриги, но и мощный инструмент контроля внутри самих стран. Отключение общественного недовольства. Когда страна находится в состоянии войны, все внутренние проблемы отходят на второй план. Народ забывает о коррупции, экономическом кризисе и социальном неравенстве. Подавление оппозиции. Любая критика власти в условиях конфликта становится угрозой национальной безопасности, а это удобный повод для арестов и запретов. Легитимизация власти. Власть, ведущая войну, получает карт-бланш на усиление полномочий, введение военного положения и контроль над медиа. Эти факторы делают войну мощнейшим рычагом для управления государством, и чем дольше продолжается конфликт, тем больше власти у тех, кто его контролирует. Что же будет дальше? Сценарии остаются прежними. Полномасштабная война. Если стороны не остановят эскалацию, вооруженное противостояние может перерасти в масштабный конфликт с вовлечением других стран. Переговоры. Международные игроки могут вмешаться и заставить стороны заключить перемирие, но на условиях, которые выгодны не народам, а элитам. Замороженный конфликт. Самый вероятный вариант — война будет тлеть годами, периодически обостряясь, а на этом фоне продолжат зарабатывать олигархи и политики. Но кто больше всего выиграет от этого? Теперь переходим ко второму блоку — коррупция и финансовые потоки войны. Коррупция, теневые схемы и деньги войны. Кто делит доходы от конфликта? Любая война — это не только разрушение, но и большие деньги. Пока граждане думают, что конфликт связан с территориальными спорами,
реальные причины лежат глубже в финансовых потоках, которые перераспределяются в пользу тех, кто стоит у власти. Как и в любой другой войне, здесь есть бенефициары политики, олигархи, оружейные компании, криминальные структуры. Война — это удобный предлог для масштабного передела богатств и легализации сомнительных финансовых схем. Но кто конкретно получает прибыль? Какие финансовые махинации скрываются за лозунгами о защите национальных интересов? Военные бюджеты, кто получает миллиарды? Официально Азербайджан выделяет рекордные $4,2 миллиарда на военные нужды в 2025 году. Грузия, в свою очередь, значительно увеличила закупки оружия и расширяет военные программы. Но куда на самом деле уходят эти деньги? Почему армия по-прежнему жалуется на нехватку боеприпасов и логистические проблемы? Оказывается, значительная часть военных бюджетов не доходит до реального фронта. Эти средства уходят на теневые схемы, завышенные контракты, личное обогащение чиновников. Как работает схема? Формально объявляется тендер на закупку вооружений. Выигрывают компании, связанные с властью или приближенными к правящим кланам. Оружие поставляется по завышенным ценам или в меньшем количестве, чем указано в контракте. Оставшиеся деньги оседают в офшорах, на счетах высокопоставленных чиновников. В результате армия остается недоукомплектованной, а миллиарды оседают в частных руках. Приватизация войны, как олигархи извлекают выгоду. Если раньше война велась государствами, то теперь она стала бизнесом частных компаний. В конфликте между Азербайджаном и Грузией все чаще звучат имена частных военных подрядчиков, связанных с политическими элитами. Крупные корпорации заключают контракты на поставку амуниции, строительство оборонительных сооружений, логистику, и все это по завышенным расценкам. Частные компании получают многомиллионные заказы на ремонт и модернизацию военной техники. Крупные строительные фирмы заключают соглашения на восстановление разрушенной инфраструктуры, но часть денег оседает в карманах чиновников. Некоторые предприятия, связанные с правящими элитами, получают эксклюзивные права на транспортировку нефти и газа в обход официальных каналов. Кто стоит за военными поставками? Один из самых прибыльных бизнесов во время конфликта — продажа оружия. Официально Азербайджан и Грузия закупают вооружение через международные контракты, но если копнуть глубже, можно увидеть огромный теневой рынок. Как работает незаконная схема? Национальные военные структуры объявляют о закупках. Поставки идут через третьи страны, что позволяет скрыть реальные объемы и цены. Вместо новых вооружений армии получают устаревшую технику, а разницу в стоимости делят чиновники и бизнесмены. Особенно активно в этот процесс вовлечены частные оружейные компании, многие из которых контролируются близкими к власти людьми. Энергетический рынок — скрытый фронт войны. Не стоит забывать и про нефть, газ, транспортные маршруты. Конфликт между Азербайджаном и Грузией дал шанс определенным структурам пересмотреть распределение богатств. Как только начались боевые действия, в Европе заговорили о необходимости изменения энергетических маршрутов. Это значит, что одни компании теряют прибыль, а другие получают контроль над многомиллиардными потоками. Цены на нефть и газ растут, и это выгодно нефтяным магнатам. Транспортные компании, связанные с правительством, получают эксклюзивные контракты. Энергетические корпорации пересматривают соглашения и заключают новые сделки, диктуя более выгодные условия. Почему никто не может остановить этот процесс? Несмотря на масштабные финансовые махинации, ни одно громкое расследование о коррупции в военной сфере не доведено до конца. Все расследования либо замораживаются, либо используются как инструмент давления на неугодных. Журналисты, которые пытаются раскрыть схемы, сталкиваются с цензурой и угрозами. Суды не рассматривают дела о коррупции в военной сфере,
ссылаясь на секретность информации. Государственные аудиторы не имеют доступа к контрактам, связанным с войной. Эти механизмы позволяют элитам спокойно наживаться, пока народ страдает от последствий конфликта. Что ждет регион дальше? Война уже превратилась в инструмент обогащения. Этот конфликт не затухнет, пока есть те, кто получает от него прибыль. Если война продолжится, то военные бюджеты снова вырастут, а значит, коррупция будет только нарастать. Если конфликт заморозят, это позволит элитам сохранять свою власть, оправдывая репрессии и экономический кризис внешними угрозами. Если начнутся мирные переговоры, то они будут вестись не в интересах народа, а в интересах тех, кто стоит за финансовыми потоками войны. Но главный вопрос остается неизменным: сколько еще будет пролито крови, прежде чем эта война перестанет быть выгодной тем, кто ее финансирует.